Скажут, фартук не одел. Наверное, будет болтовня. Привет, друзья! Извините, у нас фартук не одел сегодня. Сегодня у нас жара жуткая. Наконец-таки добираюсь до сути моего канала и привожу в действие мой секретный план. Это будет первое из 3 вступительных видео из моей такой длинной серии коротких видео про специи по вкусу. Я вам расскажу, куда, как, зачем и, самое главное, почему всякие повара и кулинары вам советуют добавлять какие-то специи в вашу еду. Да, в первых эпизодах я буду в основном говорить, но я уверен, что если вы даже очень продвинутый кулинар, вы обязательно тут что-нибудь интересное узнаете. А если всем остальным, я очень рекомендую послушать то, что я хочу вам сказать, так как я уверен, что вы обязательно узнаете для себя что-нибудь новое. Итак, все, что я сейчас расскажу, основано на европейской теории специй. Я даже не буду начинать претендовать на то, что я разбираюсь в теории индийской кухни или азиатских кухонь. Там у них совсем другой подход к балансированию специй в еде, так как исторически специи у них были более доступны, и как результат у них опыта на пару тысяч лет больше. Да, и практически все специи и травы, которые использовали в европейских кухнях в Средневековье или даже несколько сотен лет назад, они все давно уже вытеснены из повседневного пользования. Тем не менее, восточные специи мы абсолютно не будем избегать. Конечно, есть очень веская причина, почему они в свое время были повсеместно распространились и вытеснили местные усилители вкуса и в Европе, и в Америках, и так далее. Итак, из чего же состоит вкус еды? Давайте условно разделим его на 4 категории, на такие большие категории. Первое будет это вкус, как его воспринимают вкусовые рецепторы во рту, то есть соль, сахар и так далее. Второе это будет ощущение еды во рту, то есть температура, текстура и тому подобное. Третье это будет аромат, то есть запах, который мы чувствуем носом. Это, кстати, одна из важнейших категорий. И 4-я категория – это неописуемый фактор, иногда его называют фактор X, то есть как на еду реагируют ваши другие чувства, то есть визуально или эмоционально, или, может быть, например, любимый рецепт вашей мамы. Да? Теперь подробнее вкус, как его воспринимают рецепторы рта, разделим его на 5 общеизвестных категорий. Первое – это будет сладость. Чувствительность к сладости, чувствительность вкусовых рецепторов нашего рта на сладость, она гораздо ниже, чем на другие категории. И поэтому сладости в еде обычно надо гораздо больше, чем солености. Это важно понимать. И если вы сомневаетесь, посмотрите, сколько сахара, например, в банке колы, возьмите банку колы, посмотрите и подумайте, смогли ли бы вы выпить ту же самую банку колы, если бы там вместо сахара была, например, соль. Вот насчет соли, солености – это 2-я категория. Подумайте, какую одну такую специю вы добавляете практически во все ваши блюда, да? Конечно же, это соль. Это натуральный, самый общедоступный, практически самый дешевый усилитель вкуса для любых блюд. Это будет соль. 3-е – это будет кислота. Баланс кислоты в еде очень важен для вкуса, и ее отсутствие лишает ваше блюдо всякой радости просто. 4-я категория – это горечь. К горечи мы наиболее чувствительны, так как это один из таких защитных механизмов, который критически важен для нашего здоровья, и он нам подсказывает о наличии или отсутствии в еде всяких ядов и токсинов. И хотя горечи в еде надо совсем немного, она все равно очень важна, так как она балансирует сладость, как, например, в грейпфруте. И также она используется для уменьшения насыщенности продуктов, насыщенности как жирности, да, как, например, в шоколаде. И последняя, 5-я категория – это умами. Про умами я около года назад где-то уже снимал один очень подробный эпизод, там все разжевывал. Ссылка будет где-то там в углу, если интересно, посмотрите потом. Если коротко, умами – это просто реакция определенных рецепторов нашего рта на наличие или отсутствие белка в еде. То есть у нас мозг эволюционно так запрограммирован, что если в еде много белка, значит она нам будет вкуснее. Вот и получается, что вся еда может быть сладкая, соленая, горькая, кислая и иметь белок или не иметь белка. И комбинация этих 5 категорий. Вдобавок к чувству вкуса наш рот еще реагирует на то, как еда, если можно так сказать, до него дотрагивается. То есть эти тактильные чувства, да? То, что мы обычно описываем, когда мы говорим, приятно там что-то хрустит на зубах или пузырьки газировки, рот щекочет, да?
Эти ощущения, их делят на следующие категории. Самое первое, самое важное – это температура, естественно. Температура самым сильным образом влияет на вкус еды. Например, холод, он сильно подавляет сладость. Вот если не верите, закипятите мороженое и попробуйте выпить. Но температура влияет не только на вкусовые качества блюда, да, но она еще влияет на то, как нам еда нравится в общем, да, в зависимости от погоды, там, времени суток или сезона года вообще, да. Например, горячий суп на обед в холодный зимний день нам понравится гораздо больше, чем там, холодный морковный суп какой-нибудь. И температура – это не только количество градусов Цельсия в тарелке супа, да. Специи, они тоже напрямую влияют на то, как мы оцениваем температуру блюда. Например, огурцы в вашем блюде, они охлаждают, а кумин или водка или острые перцы, они нагревают. Но это чуть попозже, я там возьму несколько десятков разных специй индивидуально и подробно по ним всем пройдусь и сделаю видео про это. Вторая важная категория здесь – это текстура еды. Текстура, она напрямую влияет на получение удовольствия от того, что мы едим. Например, вот у меня было несколько видео из категории молекулярной кулинарии, ссылки тоже, вот там я одну из ссылок кину туда вот в угол. Я там показывал, как делать каприйский салат 3 разными способами. И хотя ингредиенты там практически одни и те же, ощущения этих блюд при еде, они абсолютно разные. Или даже если что-нибудь проще, возьмите, вот, например, печенье хрустящее какое-нибудь, да, и окуните его в молоко, и попробуйте, сравните с оригиналом. Вот это будет как бы разница в текстуре, да. Третья категория – это пикантность, которую обычно в обиходе неправильно называют остротой. И без которой некоторые блюда, или очень многие блюда, они практически невозможны. Тут много не надо объяснять. И последняя категория, на которую реагирует наш рот – это терпкость. То есть, когда, знаете, так рот стягивает, когда вы очень крепкий чай пьете, или красное вино, в нем танины на это влияют, или, может, вы едите какую-нибудь неспелую хурму. Третьим таким важным глобальным компонентом является тот запах, который мы воспринимаем носом. Его можно разделить на 3 части. Первое будет аромат. Аромат нам дают всякие ароматические специи, травы, там, кожура лимона, прям слюна потекла, или укроп, например, свежий. Вторая категория – это будет жгучий запах, то есть, например, хрен или горчица, или вот такие компоненты, которые резко обжигают рецепторы носа, как вот уксус понюхайте, например. И третий компонент – это то, как мы реагируем на ингредиенты, которые нас как бы щекочет нос или обманывают наши рецепторы носа. Вот, например, пузырьки газировки, да, или теплота от острого перца, нам, знаете, вот так вот оно тепло становится, или холод от мяты у нас сразу охлаждает, да. Вот, и последний глобальный такой большой компонент, вот четвертый, да, так называемый неописуемый фактор, или фактор X, как его иногда называют, это то, как еда влияет на наше общее состояние, вот как человека, да. Конечно же, вкус еды зависит не только напрямую от ее вкуса, да, ну, например, вот как еда выглядит, ее визуальный компонент этого блюда какого-нибудь, это напрямую может влиять на наше ощущение вкуса. Вот, например, посмотрите мое видео про пауков. У меня было видео в том году про пауков, ссылку опять там же повешу. Когда оно вышло, я помню, словил целую армию такую диванных генераторов негатива. То им противно, то им жутко, то им страшно. Вот это, кстати, есть вот визуальный компонент вкуса еды, да. И еще есть эмоциональный компонент. Это, то есть, как вам, например, нравится какое-то блюдо, ваше любимое блюдо вашей мамы, да? Или, может, вы гречку с вареньем едите. То есть, объективно, блюдо вашей мамы и гречка там с сахаром, может быть, это не самое вкусное, да? Хотя я вот гречку с молоком и сахаром до сих пор люблю. Но вы к этим блюдам как бы привязаны эмоционально. Вот это вот и есть этот вот эмоциональный компонент, да? Следующий компонент, есть такой ментальный компонент. Иди отсюда. Ментальный компонент – это не от слова «мент», а это больше относится к тому, к тому, что мы едим не только для того, чтобы жить, да, ну, мы едим, я надеюсь, для того, чтобы еще и получать удовольствие, да. И так как вы едите, я надеюсь, несколько раз в день, и если вы будете все время есть одно и то же, то удовольствия от этого будет мало. Хотя есть такие еще расстройства, когда эмоциональный компонент, он побеждает ментальный, и человек начинает есть одно и то же блюдо каждый день, там, годами или даже всю жизнь. Вот. И, ну, как бы последняя составляющая, это будет духовный компонент.
такой глобальный духовный компонент. То есть, если вы подумаете, то готовка еды и процесс ее поедания индивидуально или, может, в группе людей особенно, человечество возвело практически в разряд религии. Да? Мы это делаем часто, мы делаем много и долго. Да? И хорошая еда, она улучшает наше настроение. И если из этого видео вы что-то запомните, я бы хотел, чтобы это было то, что самый простой и самый быстрый способ радикально улучшить ваше качество жизни – это научиться правильно и вкусно готовить разнообразную еду и научиться ей наслаждаться. Для чего же вы ее готовите? В следующем видео я вам расскажу про то, по каким категориям делятся специи и как балансировать вкус. В последующем видео я расскажу, как балансировать вкус всяких разных блюд с помощью специй по вкусу. Ну, а если вы еще тут и вам понравилось это видео, ставьте лайк, не стесняйтесь, я буду очень-очень рад. И если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, так как это видео я не буду кидать на всякие кулинарные группы в интернете. Если вы хотите им поделиться с друзьями, пожалуйста, я буду тоже очень рад. Огромное всем спасибо. Так что это видео будет как бы своего рода эксклюзив для моих подписчиков. Ну, а если есть вопросы и комментарии, как всегда, обязательно пишите. Я постараюсь всем ответить, ну, по мере возможности, конечно. Увидимся очень скоро. На сегодня все. Всем пока.